Это видео будет полезно всем, кто строит или только планирует построить дом своими руками, а также всем, кто планирует сделать ремонт. В нем мы на собственном примере покажем внутренние отделочные работы, которые постараемся сделать максимально просто и доступно. А также поэкспериментируем с разными способами нанесения шпаклевки и попытаемся избежать самую неприятную процедуру в малярных работах – пыльное шлифование. А в бонусной части разберем первый запуск новой системы отопления, которую мы сделали ранее. И естественно, посчитаем все затраченные материалы на отделочные работы, включая гипсокартон. Устраивайтесь поудобнее, видео будет полезным и познавательным. По завершению работ с монтажом гипсокартона на перекрытие и перегородки по деревянному каркасу, кстати, видео о этих работах уже есть на канале, мы приступили к внутренним отделочным работам. И в частности в этом видео покажем подготовительные, шпаклевочные и малярные работы для всего дома с общей площадью в 60 квадратных метров. Основание под шпаклевку у нас составило 110 метров квадратных поверхности из газоблока и 120 метров квадратных поверхности из гипсокартона. Обе эти поверхности немного отличаются и требуют разного подхода. Так, основание из газобетона мы начали готовить к малярным работам еще на этапе кладки газоблока. Равняя газоблок при укладке по внутренней стороне дома, мы добились более ровной внутренней поверхности, а те незначительные перепады в его размерах, которые вылезли на наружную часть, будет легче подровнять уже при фасадных работах. Газобетон достаточно непростой материал с точки зрения его шпаклевки. Нередко уже на финишной отделке такой стены появляются трещины или даже паутинка из мелких трещин. В противодействии этому многие армируют стену перед шпаклевкой с помощью стеклосети или стеклотканевой сетки паутинки. Но даже эти методы полностью не исключают возможность появления мелких трещин на финишном покрытии. Как вариант максимально обезопасить себя от появления возможных трещин на финишной отделке по газоблоку, можно и вовсе оклеить его листами гипсокартона и уже на них выполнять финишную отделку. Но в нашем проекте это бы удвоило количество гипсокартона, значительно увеличив бюджет. А наш ограниченный бюджет на строительство дома не позволяет таких растрат. Поэтому на многих этапах в угоду экономии мы упрощаем процессы для получения оптимального баланса между стоимостью и получаемыми рисками. И на этом этапе шпаклевочных работ мы также постарались все максимально упростить. И даже если на финишной окраске появятся небольшие трещинки или паутинка, мы готовы с этим смириться. Тем более, что если они будут слишком явными, то с этой проблемой легко справится та же элементарная поклейка обоев. К внутренним отделочным работам мы приступили после того, как коробка дома выстоялась ровно 1 год. Это позволило дому выстояться, стенам получить усадку, а самому газоблоку максимально высохнуть. До начала малярных работ мы также постелили чистовые полы на 2-м этаже и изготовили лестницу, и чтобы их не запачкать, накрыли толстой строительной пленкой. Все неровности на газобетонных стенах жена подровняла с помощью шлифовальной сетки. До этого момента грубые ямки и сколы я уже заделал с помощью шпаклевки фюгенфюллер или того же клея для газоблока. По окончанию шлифования наружных стен мы обмели их веником и обильно покрыли грунтом глубокого проникновения. Грунт укрепляет слабую поверхность газобетона, дополнительно обеспыливает его, увеличивая сцепление с шпаклевкой, а также частично уменьшает влагопоглощение, уменьшая паропроницаемость стены с внутренней стороны дома. Потому что в отопительный период более теплый воздух внутри помещения всегда несет в себе больше влаги, и он является главным источником перенасыщения наружных стен этой же влагой, которая наружным конструкциям совсем не нужна. Она уменьшает теплосопротивляемость стены, а также со временем ее разрушает. Поэтому паропроницаемость наружных конструкций всегда должна увеличиваться от внутренней стороны к наружной, чтобы стены не насыщались влагой внутри дома и имели возможность высыхать снаружи. После монтажа гипсокартона на перегородки и потолки для повышения адгезии шпаклевкой его мы также покрыли грунтом глубокого проникновения. Особое внимание уделили резаным стыкам, так как они являются самым частым местом, подверженным растрескиванию. Поэтому мы обильно покрыли их уже 2 слоями грунтовки и приступили к армированию швов гипсокартона.
Для армирования швов применяют ленту-серпянку, специальные бумажные ленты и композитные ленты. В нашей местности самой доступной оказалась лента-серпянка, ее мы и решили применять. Лента самоклеющаяся, поэтому мы заранее приклеили ее на все швы. Для заполнения этих швов мы будем использовать специальную шпаклевку Фюгенфюллер. Это крепкая универсальная шпаклевка на гипсовой основе с хорошей адгезией. Живее, Геннадий. Замешивается она специфично. В чистую воду засыпаем шпаклевку в соотношении 800 грамм воды на 1 килограмм шпаклевки. На пару минут оставляем ее пропитаться водой. И в нашем варианте мы смешивали ее с помощью миксер-насадки и ударной дрели. Хотя производитель рекомендует смешивать ее вручную. Если помучиться и замешать шпаклевку вручную, жизнеспособность смеси должна составлять около 30 минут. Ну а при замесе венчиком с помощью дрели рабочее время с ней составило около 20 минут. Иногда, особенно на первых замесах, этого времени не хватало, чтобы выработать весь замес, и часть загустевающей шпаклевки приходилось выбрасывать. Поэтому, чтобы оценить свои силы, замешивайте эту шпаклевку по пару килограмм. И с каждым успешно выполненным замесом постепенно увеличивайте этот объем. И когда вы уже не сможете успевать вырабатывать весь замес, тогда вы узнаете свой предел. Вдавливать шпаклевку в шов нужно максимально тщательно, особенно когда на шве уже приклеена лента-серпянка и шпаклевку приходится заполнять сквозь нее. Чем меньше воздушных пустот останется в шве, тем меньшая вероятность образования трещины. Все стыки гипсокартона, а также внутренние углы шпаклевкой заполняла супруга. Это достаточно легкая процедура, но ее нужно выполнять тщательно, при этом держа быстрый темп, чтобы успевать выработать весь замес. В этой работе ей помогал обычный 10-сантиметровый шпатель, которым как раз и производилось заполнение шва, а также 45-сантиметровый шпатель, которым вся эта шпаклевка в итоге выравнивалась. И хотя после выполнения этой процедуры с первого взгляда кажется, что шов заполнен полностью и у нас получается ровная плоскость, после высыхания эта шпаклевка даст усадку, и образовавшиеся выемки нужно будет зашпаклевать повторно. Правда, эту процедуру мы выполняли уже следующей шпаклевкой сатин-гипсом. Все наружные углы на гипсокартоне мы дополнительно усиливаем специальным металлическим уголком. Такой уголок не спасет гипсокартон от ударов той же мебели, но все же сделает его более прочным, и самое главное, сделать с его помощью ровный угол будет значительно проще. Плоскости после обрезания немного подгибаем внутрь, чтобы они в последующем не торчали из шпаклевки. Уголок изготовлен из алюминия, и он имеет специальную перфорацию, которая помогает ему хорошо сцепляться шпаклевкой. Для дополнительного усиления под металлический уголок мы наклеивали всю ту же ленту-серпянку. Наносили на нее основную часть шпаклевки Фюгенфюллер и вдавливали в нее уголок. Ну а вылезшие через перфорацию остатки шпаклевки втирали поверх уголка. Так как шпаклевка Фюгенфюллер достаточно прочная, а использование ее в швах означает, что она имеет некую эластичность, я решил использовать ее как стартовый слой для газобетонных стен. Мне кажется, что она хорошо укрепит основание на газобетоне под последующие слои шпаклевки. Наши стены получились достаточно ровными, без особых перепадов. Но если вам нужно существенно подровнять стену, то лучше использовать стартовые шпаклевки. Они позволяют за один слой убирать перепады до 15 и более миллиметров. Высыхают они достаточно быстро и при этом имеют минимальную усадку. Для нанесения стартовых слоев шпаклевки я использовал полметровый шпатель полутерок.
Его рабочая поверхность состоит из прямоугольной металлической пластины с размерами 50 на 12 см. С обратной стороны перпендикулярно расположена большая деревянная ручка, которая позволяет работать с инструментом даже двумя руками. Неоспоримым преимуществом полутера является большое количество шпаклевки, нанесенной за один процесс. Мне удавалось за один раз наносить на шпатель более 1 кг. Заднее расположение ручки этому только способствует, так как позволяет прижимать рабочую поверхность шпателя полностью к стене. При этом вырабатывается абсолютно вся шпаклевка, которую мы на него наносим. Естественно, у полутера есть и минусы. Для эффективной работы с ним нужно использовать одну руку, так как другая рука постоянно занята маленьким шпателем, наносящим на него шпаклевку. А его вес, который достигает 1 кг, дополняется еще и весом обильно нанесенной шпаклевки. И такая нагрузка для кисти одной руки получается избыточной. После первого рабочего дня с этим шпателем моя правая рука просто отваливалась. В общем, для работы с ним, как для нанесения, втирания и последующего разглаживания шпаклевки, нужно приноровиться. А также из-за своих конструктивных особенностей веса и размера наносить финишные слои шпаклевки с его помощью не получится. Но для стартовых слоев, если у вас получится его освоить, он будет самым эффективным. И чтобы не быть многословными, в доказательство этого мы провели эксперимент. На ровном участке стены с общей площадью 11 квадратных метров мы будем испытывать два шпателя. С одной стороны будет выступать полутерок, а против него выступит обычный шпатель длиной в 45 сантиметров. Предварительно ровно посередине стену делим на два участка, одинаковых по площади. Заметьте, что количество примыкающих углов на обоих участках одинаковое. Эксперимент мне поможет выполнить тоже я. Я вдвоем одновременно приступаю к шпаклеванию каждого участка. И на тот момент я только догадывались о результатах этого эксперимента. Но при этом оба старался выполнить все максимально быстро и качественно. Стартуя сподручно одновременно справа налево, левый я имеет некое преимущество, так как стартует с ровной плоскости стены. Правому же я, стартуя с угла, приходится его подравнивать. Хотя такая же работа с углом левого я ожидает на финише. Путем этого несложного эксперимента оба я поняли, что полутер выигрывает в скорости примерно на 25-30%, но калорийность, затраченная при этих работах, примерно равная, так как работать с полутером все же тяжелее. Так что его преимущество в основном только в скорости. Следующим слоем на газобетонных стенах, а на гипсокартонной стене это будет первый слой, станет шпаклевка Satin Gyps. По сути, это универсальная шпаклевка на гипсовой основе, которая годится как для стартовых слоев, так и для финишных. Смешивается она почти так же, как и предыдущая. В воду засыпаем шпаклевку в соотношении на 700 грамм воды 1 килограмм шпаклевки. Даем немного настояться и смешиваем с помощью миксера. Время для работы с ней составляет примерно 1,5 часа. После этого она густеет и работать с ней будет затруднительно. Этот слой шпаклевки мы наносили с помощью обычного шпателя. Для себя мы выбрали оптимальную его длину в 45 сантиметров. Такая длина шпателя давала хороший баланс между удобством его контроля и площадью, которую он покрывает. Правда, новые такие шпателя мне пришлось немного усовершенствовать. Во время шпаклевания острые края на таком шпателе при любом неравномерном нажиме на одну из его сторон оставляют на шпаклевке глубокие борозды. Во избежание этого края шпателя нужно просто скруглить. Рабочий торец примерно на длину в 15 мм нужно плавно скруглить, ну а на самом угле радиус скругления должен составлять примерно 4 мм. Работать с таким модернизированным шпателем значительно удобней, а качество обработанной им поверхности будет выше. Если приноровиться, борозды на переходах будут практически незаметны.
Этот слой шпаклевки из сатен-гипса мы наносили равномерным слоем толщиной примерно в 1 мм. При этом супруга всегда использовала обычный шпатель, а я не искал легких путей и в некоторых местах продолжал использовать полутер, так как впереди еще планировал затянуть 2 финишных слоя на основе другой шпаклевки мультифиниш. Мультифиниш — это еще более мягкая и нежная шпаклевка, которая хорошо равняется шпателем, и поверхность получается очень гладкой. Ну а самый главный ее плюс — это то, что она легко шлифуется. Вообще, ожидание шлифовальных работ навеивало на нас с супругой некую тоску. Эту неприятную процедуру мы запомнили еще с шпаклевания нашего дома. Пыльное перетирание шпаклевки — это поистине самая неприятная процедура во всех шпаклевально-малярных работах. По неприятности ее можно сравнить с укладкой над головой стекловатой в потолок. Нам всячески хотелось избежать этой процедуры, и волей случая такая возможность у нас все-таки появилась. Фирменный магазин «Олейник» предоставил нам на обзор свой продукт. Это профессиональный шпатель, предназначенный для разглаживания финишного покрытия, нанесенного в основном механическим способом. Основная часть шпателя сделана из специфического алюминиевого профиля, который удобно держать как одной рукой, так и двумя. Рабочей же частью выступает тонкое лезвие из высококачественной закаленной нержавеющей стали. Толщина лезвия составляет всего лишь 0,3 мм. Наряду с ее закалкой это придает лезвию хорошей эластичности, которая в свою очередь из финишной шпаклевки формирует идеально гладкую поверхность. Этому также способствует уже закругленный профиль на краях лезвия. Производитель уверяет, что такой шпатель как минимум на 40% ускоряет работу. И это мы сейчас проверим. В паре к шпателю магазин «Олейник» также предоставил валик для нанесения шпаклевки. Наносить с его помощью шпаклевку оказалось очень удобно. Слой получался равномерным и достаточным, а буквально после 3-4 протяжек шпателя финишная поверхность получалась идеальной. Такой хороший инструмент я смело могу порекомендовать вам. Если он вас заинтересует, приобрести его сможете по ссылке в описании. С таким шпателем и валиком идеальнее всего работать вдвоем. Супруга наносила шпаклевку на стены, а я уже, используя 2 свободные руки, разглаживал ее с помощью этого шпателя. На удивление, работа продвигалась очень быстро, не на каких-то 40%, а буквально в разы. Таким же методом мы производили шпаклевку и на потолке, и даже там процесс проходил значительно быстрее, чем при использовании обычных шпателей. По факту, для нанесения этого финишного слоя на весь дом у нас ушло чуть менее 1 дня. Хотя раньше нанесение одного слоя на весь дом занимало целых 2 дня. Но это еще не все. Даже 2 финишных слоя, нанесенных с помощью обычных шпателей, не достигли бы такого качества финальной поверхности. Поэтому у нас получилось сэкономить время на нанесение целого слоя, а это еще целых 2 рабочих дня. Что в итоге при использовании этого шпателя и валика сэкономило нам целых 3 рабочих дня 2 человек. И это в разы бы окупило их стоимость, если бы мы их покупали. Ну а самым главнейшим плюсом, который нас порадовал, оказалась готовность финишного покрытия под покраску, без шлифовки. Что не только сэкономило уйму времени, но также избавило от неприятной вредной работы. Ну а теперь я дам несколько простых, но в то же время полезнейших рекомендаций при шпаклевании. Если ваши руки впервые держат шпатель, то потренироваться вам будет логичнее всего на тех участках стены, которые в последующем будут закрыты мебелью. Тянуть шпаклевку нужно начинать с углов, постепенно протягивая ее уже на нанесенные участки. Если углы уже вне вашей доступности, например, вы шпаклюете потолок с козликов, то шпаклевку наносим сначала на сухой участок, постепенно протягивая ее на свеженанесенную шпаклевку. При шпаклевании одной плоскости, например стены, нужно придерживаться определенного темпа, чтобы предыдущие нанесенные участки не слишком подсыхали, иначе шпатель будет оставлять на них задиры. Если вы стартуете шпаклевкой внизу стены, всегда оставляйте небольшой зазор в пару сантиметров. Так будет меньшая вероятность зацепить шпаклевкой мусор из пола, ну а не зашпаклеванное место внизу перекроет плинтус.
Нанося первый слой шпаклевки, не стоит сразу ожидать идеального качества поверхности. Первый слой — это, так сказать, грунтовочный. Он призван подровнять неровности и создать основу для всех последующих слоев шпаклевки. Из щелей и пор шпаклевка наверняка достанет остатки мусора или пыль, которые на внешней поверхности будут формировать царапины. Заострять на них внимание и по полчаса гладить пару квадратных метров тоже не стоит. Наносим равномерный слой на участок и продвигаемся дальше, а все мелкие дефекты и царапинки перекроют уже следующие слои. Перед нанесением нового слоя на старом уже высохшем слою нужно пробежаться с помощью старого шпателя и сбить грубые неровности. Так уберется мелкий выступающий мусор и срежутся грубые переходы. Чем ближе вы приближаетесь к финишным слоям, тем более часто надо мыть инструмент и тару. На финишных слоях мы мыли ведра и шпателя буквально после каждого замеса. Так в шпаклевке будет минимальное количество мусора и тянуться она будет равномерно. Опытным путем мы поняли, что мыть ведра и инструмент удобнее всего с помощью нейлоновой щетки. Когда шпаклевка начинает застывать и плохо тянуться, всегда возникает соблазн разбавить ее водой. Вода в этом составе — это не только разбавитель. Она также является химическим реагентом, который работает как отвердитель для гипсовой основы. Разбавив застывающую шпаклевку водой, да, фактически можно добиться увеличения времени для работы с ней, но при этом ее качество сильно ухудшится, так как нормальный процесс застывания будет нарушен. И в итоге это может привести даже к расслоению шпаклевки. Так что если пол ведра шпаклевки у вас уже застывает, то лучше ее выбросить и следующий замес делать по мере ваших возможностей. Эх, заколочу 2 полных ведра шпаклевки и пойду быстренько пообедаю, тоже не вариант. При шпаклевании мы наносили один слой на весь дом, придерживаясь последовательности, переходили из комнаты в комнату. В таком нашем варианте слои успевали высыхать. Но если вы шпаклюете небольшое помещение и вам уже не терпится нанести второй слой, постарайтесь дождаться хотя бы видимого высыхания предыдущего слоя, чтобы на нем отсутствовали мокрые пятна. Усадка предыдущего высыхающего слоя может привести к отслаиванию или растрескиванию слоя, который нанесен на него по мокрому. После нанесения финишных слоев на стены и потолки, внутренние углы также требуют финишной доработки. Их нужно немножко подправить с помощью шпаклевки. Для этого даже существует специальный шпатель для внутренних углов. И в принципе пользоваться им можно, и результат получается неплохим. Угол очищаем от мусора и наплывов, наносим шпаклевку. И протягиваем угловым шпателем. Часть вылезшей шпаклевки на стороны подравниваем маленьким шпателем. Как вариант, который, кстати, оказался нам сподручней, для заполнения углов можно использовать и обычный 10-сантиметровый шпатель. На нем также нужно сделать радиусные углы с диаметром 4-5 мм. Также заполняем угол шпаклевкой, протягиваем с двух сторон. И в принципе получаем приемлемое качество. В простоте и скорости угловой шпатель этому варианту проигрывает. Эти отделочные работы мы производили осенью. И чтобы наша работа была более эффективной, мы решили жить поближе к стройке. Для этого наш кемпер мы отбуксировали прямо на участок. Ночная температура в этот период опускалась ниже 0 градусов. Ну а в доме средняя температура держалась около плюс 4 градусов.
Такой температуры было явно недостаточно, как для самой шпаклевки, так и для комфортной работы с ней. Минимальная температура для работы с шпаклевкой, которую описывает производитель, составляет плюс 5 градусов. Ну а для комфортной работы с нею температуру помещения нужно поднять еще выше. Это и послужило хорошим поводом испытать систему отопления, которую мы сделали ранее. Навешивать батареи на втором этаже мы все же не стали, так как они будут мешать отделочным работам. А вот испытать массивный бетонный теплый пол на первом этаже было очень интересно, так как под видео о его изготовлении многие скептики сомневались, что при такой массивной толщине бетона более 10 см он будет нормально работать, а труба, уложенная шагом в 30 см, создаст контрастную тепловую зебру. Мы выставили электрокотел в режим мощности в 3 кВт, а температуру подающей воды ограничили его же термостатом в районе 35 градусов. В таком режиме за 12 часов температура на первом этаже поднялась от плюс 4 градусов до плюс 16, а на втором этаже, где отсутствовали батареи, до плюс 12. Этой температуры для шпаклевки было вполне достаточно, но для своего комфорта мы все же решили продолжить нагревать дом. Правда, немного опустив температуру подачи до 30 градусов. И в таком режиме еще за 6 часов температура поднялась до комфортных для нас с супругой плюс 20 градусов на первом этаже и плюс 16 на втором. При этом поверхность бетонного пола была еле теплой, в районе 25 градусов. Ощутить контрастные перепады температуры на таком полу у нас не получилось. Хотя отсутствие тепловой зебры при такой широкой раскладке трубы в теплом полу для нас было предсказуемо, так как в своем доме мы сделали точно так же. Общие выводы о комфортности и эффективности всей системы отопления, а также о теплопотерях всех конструкций в целом, мы сделаем в конце этого отопительного сезона. И естественно этим опытом поделимся с вами в отдельном видео. По окончанию шпаклевочных работ мы пропитали поверхности тем же грунтом глубокого проникновения и покрыли стены с потолком 2 слоями недорогой акриловой краски. Покраска дело достаточно простое, главное подобрать правильный валик, удлинить ему ручку, постараться не разбавлять краску и тщательно ее наносить без пропусков и подтеков. Ну а теперь о всех затратах на отделочные работы, включая гипсокартон, монтаж которого мы показывали в прошлом видео. Стоимость гипсокартона и саморезов с прошлого этапа составили $300. Суммарные затраты на внутреннюю отделку, которые включают шпаклевку, грунтовку и краску, составили $150. Ну и в сумме на весь дом на данном этапе было затрачено $10 935. На монтаж гипсокартона мы с супругой затратили примерно 4 дня. Ну а на всю внутреннюю шпаклевку ушло 9 дней плюс 1 день на покраску. И да, для всех, кто следит, успели ли мы закончить дом до конца 2019 года, так как с монтажом видео я немного отстаю от реального процесса. Но забегая вперед, все же скажу, что в конце 2019 года мы хоть и с трудом, но заселить в дом родителей все же успели. По строительству этого дома впереди нас ждет еще немало интересных видео. Ну а по окончанию этой стройки мы активно возьмемся достраивать собственный дом. Так что если тема строительства дома тебе интересна, подпишись на наш канал. Я знаю, что многие из вас владеют своими секретами и приемчиками для шпаклевки и отделочных работ. Я прошу вас дополнить это видео своим опытом в комментариях. Ну а если это видео показалось вам полезным, поделитесь им с друзьями и поддержите наш канал лайком. Желаю вам всем достойной жизни и уважения. Увидимся в следующем видео.